Сотни воздушных шаров наполняются теплым воздухом и собираются взлетать, встречать рассвет. Некоторые уже поднялись, а некоторые только разогреваются. Надеюсь, они ко мне сюда тоже прилетят. Смотрите, как их много. Здесь целая куча. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Просто сотни. А у меня отсюда лучший вид. Конечно, вон с той горы тоже было бы, может быть, неплохо посмотреть. Но у меня еще есть завтрашний день. Так что можно будет этим насладиться. И вот оно, мое доброе утро, Каппадокия. Шары уже начинают потихонечку приземляться, пролетают свой путь отсюда сюда и садятся встретить просвет, который тоже очень симпатичным был. У меня там уже закипает кофе. Тут собаки бегают с утра, а я не могу перестать наслаждаться видом. Для такого замечательного вида нужно только хорошего завтрака. Я сделал себе кофе. Еще у меня есть такая турецкая пахлава. Я купил специально что-то, турецкие сладости, сказал, мне нужны. Вот. Очень сладкое, но с кофе нормально. Всю точно не съем. Еще на завтра оставлю. Ну или на вечер. На вечер можно чай. Нужно точно решить проблему с водой. Потому что сейчас хотел тоже сделать завтрак поплотнее, но воды нет. Нужно пойти набрать, найти бутылку и двинуться в следующее место, где тоже должна быть так же красиво, как это. Ой, ну это вообще еще солнце встало. Просто шикарно. Ну вот я покидаю место, в котором я спал, и отправляюсь дальше исследовать эту замечательную долину под названием... Вообще все ее называют Каппадокия. Сейчас нужно пойти набрать воды. Хотя, в принципе, вот здесь можно спуститься. Блин, что тут идти или там? Пойти в туалет, набрать там воды. Но все-таки я решил пойти набрать воды в туалете, потому что там она точно есть. Там я смогу напиться столько, сколько захочу. Тут уже с утра были какие-то туристы. Ой, здесь полно машин. А я вылез вон оттуда вот, из пещер. Ну что, пещерный человек тоже когда-то вылез из пещер. Теперь вот идет с рюкзаком. Все ноги болят. Спать, кстати, было неплохо. Чуть-чуть было сначала холодно, а потом было жарко. Ну пойдем, найдем воды. Хожу в площадь, на которой я вчера был. Сходил в туалет, умылся, налил воды, напился воды. Ой, собака. Стало потеплее. И я наконец-то понял то, что на мне было двое штанов, потому что ночью было довольно прохладно. Пришлось надеть все, что у меня было. Ну, я, кстати, уснул часов в 8 вечера. Специально, чтобы встать пораньше, но встал совсем рано, в 4 утра. Но я не расстроился, чуть повозился. И потом... Так, а здесь вообще есть проход? Пойдем посмотрим. Тут все такое узкое на скалах, и тут меньше дорог, а больше тропинок. Поэтому нужно идти. Ну да, вот тропиночка. Тут такая вот симпатичная, узенькая. Там, кстати, вот вдалеке еще летают шары. Здесь на пути встретилась вот такая крепость.
На карте даже не обозначено, как она называется. Хотел вам что-нибудь про нее рассказать, но даже название я не могу найти. Там вот есть такие разные ходы. И выглядит уже она заброшенной, но выполнено все так же, как вот в том месте, где я ночевал. Такие же вот грунт, песчаник какой-то. Это даже непонятно, что это туф. Нет, это не туф. Какой-то песчаник. А может быть и... Не. Вот. 9 утра, и погода сегодня прекрасная. Последние шары сдуваются. Некоторые еще уже сели, но еще не сдулись. Здесь вот кругом вот такие скалы. Здесь, и почти везде в них такие окна. И тут даже пластиковые окна. Может быть, какой-то отель. Сейчас начало ноября, и погода днем отличная. Нет ветра, нет дождя. Хотя послезавтра передают 70% вероятность дождя. Вот. Но сегодня на ночь передавали 1 градус. Ночью я просыпался в то время, когда передавали 1 градус, и смотрел то, что было всего лишь 3. Вот. Но было прохладно. У меня 5-градусный спальник, 5 лимит. И я, в принципе, нормально себя чувствовал. Но я надел двое штанов, куртку и кофту. И было так. 8 часов я поспал и не особо сильно просыпался. Все равно просыпался. Не из-за холода, а так. Потому что спал в пещере, было... Каждый шорох отдавался эхом, и было так страшновато. Но сейчас я снова двигаюсь, настроение шикарное. Такая погода делает свое дело. А вот он, кстати, скальный город, в котором я ночевал. Где-то вон там, в скалах. Покидаю Ушисар, или как-то так, и двигаюсь сюда, в долину Каппадокии, в город Гереме. Очень красиво. Иду пешком. Можно было автостопнуть машину, но время есть, так что можно и прогуляться. А вот оно и Гереме. Вся в тегах. Я свернул с асфальтированной дороги и движусь по грунтовке в точку, которую я заприметил сегодня. Кстати, вон, если видно, та скала, это скала, на которой я ночевал. И оттуда я увидел место, куда все эти шары приземляются. И подумал, почему бы мне не посмотреть все это поближе. Как сказать, общий вид я уже запечатлел в своей памяти. И теперь хочу посмотреть, как шары будут лететь примерно вон оттуда. Они будут лететь вон туда, куда я иду. И будут лететь прямо на меня. Вообще, мне кажется, еще очень играет ветер. Я вообще не знаю, можно шарами управлять? Скорее всего, да. Вот, и они летели туда. И вообще там должно быть красиво. Потому что на карте там очень много мест, отмеченных как прекрасный вид. Поэтому, раз уж там есть эти места, значит, есть такая тенденция, то, что шары летят туда. Значит, там будет приятно проснуться и увидеть сие зрелище. Вообще, даже вот это зрелище мне уже нравится. Иду по какой-то пустыне. Там впереди горы. Парочку шаров, кстати, еще взлетело. Новеньких. Сзади прекрасный вид открывается на
древний этот город. И мои ботинки шлепают неустанно. Обожаю их, у них очень комфортно. Конечно, первый день, когда вот я их надел еще раз, они не натирали, а теперь уже ноги привыкли. Я надел высокие носки, и поэтому теперь круто. И зацените этот марсианский пейзаж. Особенно вот эта скала сзади. Какой-то Гранд Каньон американский. И даже слышно, как шары попукивают. Так, вон туда мне надо. Что-то куда-то забрел я. Вообще мимо, блин. Да что, трек, дорога так показывала. Ну, я и пошел. Ну, ничего страшного. Все, мне ходить по ровным дорогам, можно походить и вот по таким местам. Но здесь такая офигенная долина внизу с неповторимыми формами скал и цветом. И даже какие-то летают воздушные шары, периодически подпуская газку. Вот. Очень много мышиных нор, и они попикивают периодически. Так, ну вот здесь, наверное. Ну это круто, то, что можно вот так смешать, вдоль трассы идти. И вот по таким местам надо чуть расстегнуться, а то жарко. Солнышко вышло прям. Забываешь о холоде, который ночью сегодня был. Ой, идем. Вот нашел такой ручеек. Но он пересохший. Жаль. Можно было здесь на обед остановиться. Потом все помыть. Но нет, будем довольствоваться 1 литром воды, из которого я уже сделал пару глотков. Вот этими замечательными видами. Маршрут уперся вот в такую стену. Надеюсь, я смогу здесь залезть наверх со своим рюкзаком. Ну тут не страшно, я на такую залазил даже еще круче. На высоте 5000 метров. А здесь-то что? Кислорода вагон. Все, вперед. Так. Нужно рассчитать, куда и как ставить ноги. И в принципе можно лезть. Вот. Ну вот и все. Ой, поехал. Стоять. Почему на этом маршруте на карте не написано: придется лезть, блин, через скалы. Ну, точка называлась Awesome View Point. Ну, так и есть. Point здесь действительно красивый. Вау. Так, ну я заслужил глоточек водички. Вот такое местечко я нашел. Недалеко от этого каньона. Вроде выглядит все тихо. Желательно, конечно, бы тут расположиться. Ну, как минимум, здесь можно приготовить поесть, а спать пойти туда вниз. Чтобы никого не смущать своей палаткой. А с утра пойти смотреть на шары. Ну и вечером можно посмотреть на долину. Смотреть на красивейший закат. А вон там вдалеке скала, в которой я спал. Даже не верится. Что ж, будем готовить обед.
обед туриста. Фасоль, яйца и макароны. Чуть-чуть соли, конечно, я не додумался. Ну и шмат масла положил. Поэтому должно быть калорийно. Сейчас покушаем, чуть передохнем и пойдем исследовать долину любви, как ее здесь называют. Приятного аппетита. Сколько масла много. Выбрался из своей берлоги, чуть поел, даже чуть-чуть не поспал. Вот, собрался там, все спрятал и вышел на разведку. Здесь нашел такой туалет, в котором приемлемая вода. Вот. И здесь какой-то полный двор всяких интересных штуковин. Куры, всякие вот щенята спят в будках. Туалеты на улице стоят, такой виноград уже весь засохший. Какие-то странные камни, интересные деревья. Очень все аутентично. Солнышко наслаждаюсь красивым видом. А это, кстати, долина любви. Названа в честь вот таких фигур, образовавшихся по природным понятиям, как сказать. Ну, такое туристическое место. Могло бы быть обычным туристическим местом, но меня очень привлекает вот этот цвет скал и неба. И вот такая вот пыль под ногами песчаная. Напоминает что-то, какую-то долину смерти или Невада. Все в пыли. А я, кстати, зашел в магазин, спросил колючки. Ой, колючки. Соль. Такие колючки в пыли, а я спросил соль. Поднялся ветер. Но видно, долину он не испортит. Туристы едут сюда не переставая. Я уже сижу здесь, наверное, часа 3. И они подъезжают, и вот по дороге видно, сколько машин едет туда-обратно, привозят, увозят. Но я думаю, сейчас все должны собираться, чтобы встретить закат невероятный. Собака тоже слушает лоб. Солнце уже подходит к горизонту, а мне нужно пойти что-то надеть, потому что становится прохладнее. И посидя там на ветру, который дует из долины, чувствую уже какой-то холод. Вот. Еще очень много домов на колесах. Было бы круто, конечно, здесь оказаться в одном из них. Вот такой вот вид на гору с закатным солнцем. Стала луна. Вдалеке виднеется еще одна гора. Трехтысячник. Снежный. И вид на долину закатный. Уже приехало много разных туристов. Они расположились на стульчиках. Отдыхают, наслаждаются видом. Ветер стих. Я оделся потеплее, и с такими переменными это уравнение приобретает неповторимый вид. Мой домик. Я решил, что на крыльце спать не буду, иду за дом. Там есть неплохое место, где можно поставить палатку в листьях. Может быть, мне будет потеплее. Но эта гора просто невероятно красивая. Погода начала меняться, и я решил собираться
куда-то потеплее. Сегодня ночью было холодно, и я спал совсем плохо. Ну как, нормально, но не так, как хотелось бы. Недостаточно для того, чтобы наслаждаться. Поэтому я решил либо двигать домой, либо еще ночь в ближайшем хостеле переночевать, с утра поехать. Походу кемпинг заканчивается. Но я доволен, как он прошел. Но еще не все, еще нужно позавтракать и дойти. А там, думаю, тоже будет что-нибудь интересное. Сегодня... Так, не потухай. Сегодня на завтрак вот такая яишенка. Я даже вчера сходил, раздобыл соли, мне дали бесплатно пару пакетиков. Вот. И еще дали вот такой хлеб. Я подошел, спрашиваю, сколько стоит? Говорили, бери. No problem. Вот. Называется этот хлеб экмек, если вдруг будете спрашивать. Яйца я сделал на сливочном масле. Сейчас горелку вот так поставил, кстати, и работает получше. Не так вот ровно, огонь не плюхает. И, надеюсь, ничего не подгорит. И сегодня на завтрак заморская крупа. Редкая. Вот такая гречневая. Пакетик. Это мне гостиничек передала мама. Я думаю, сразу 2 пакетика забахну. С яйцами, с хлебом, с солью. И вот такая баночка тунца еще. Так, ну когда вот на маленьком огне ставишь, он иногда чуть-чуть пригорать, нужно открыть. Вчера какой тунец был просто замечательный. Прям сочный, жирный, со вкусом тунца, а не каких-то там наверченных. Ну, такая баночка стоит $1.50. Маленькая, 80 грамм. Но ничего страшного. Ничего страшного. Ну, в общем, первое впечатление от гречки попробованный за 15 месяцев последних. Не изменилось. Но с маслицем. Такая мягкая. Не то, что этот рис. На рисе и макаронах, в общем. Мне на чечевице иногда бывало. Все, питаемся. Низкобелковое, высокоуглеродное и двигаемся, короче, в цивилизацию. Шаров сегодня не было с утра. Не знаю, из-за ветренности, облачности или то, что сегодня понедельник. Но туристов катают уже. Вот. Я как бы уже посмотрел. Отсюда, конечно, может быть, тоже было прикольно их увидеть, потому что они все должны сюда прилетать и садиться. Вот. Если хотите эту точку на карте, эти координаты, в группе Сенатор Блог ВКонтакте есть все метки. Или пишите мне, я вам скину. Но здесь прикольно. Вроде вот в этом доме никого так и не появилось. Я спал там. Советую побольше листьев подкладывать под низ, если спите осенью. Так будет потеплее. Вот. Не знаю, я вроде всю одежду надел, все равно был холодно. Не знаю, насколько было холодно на улице по температуре, но спальник у меня 5, значит, было ниже 5. Или спальник уже слежался, я не знаю, не работает. Вот. Короче, погнали. Есть. Хватит разговаривать. Вот таким шикарным видом я подошел, спускаясь.
Пришел в туалет набрать воды зеленой этой. Мне сказали 5 лир. Вообще, что ли? А стояли турки рядом, которые тоже туалет, им ничего не сказали. А мне сказали, потому что, наверное, не знаю, почему здесь. Как тут здесь спускаться? Ну что это за маршрут отмечен на карте? Охренеть просто. Что вчера я поднимался, что сейчас. Это просто нереально спуститься. Кто это рисует эти карты? Ну тут можно, да, там один раз по приколу как-то пролезть, но без рюкзака и как бы с желанием, а не так, что для всех тропинка. Вот такая походная ситуация. Все время на третий день уже надоедает все это действие. Хочется поехать домой, поспать в кровати в теплый, принять душ, поесть нормально. И вот в этот момент нужно продолжать идти. И потом будет такой вау. Я не сдался и прошел. Ну то, что даже не то, что не сдался, а просто. Тогда начинаешь чувствовать поход. А вот когда на один день я пришел, тоже был смысл. Если я сразу потом поехал бы домой, было бы не то. А вот так вот прочувствовать, сейчас уже, когда все так бесит, вот этот мужик в туалете, до сих пор вспоминаю его, как он мне сказал, 5 лир туалет, больше никому не сказал. Хотя стояло там еще 4 человека. Может, он вообще не хозяин. И это меня так все взбесило. Это значит, что я уже на пределе. А на пределе нужно двигаться дальше. Зато здесь такие прикольные пейзажи. Всякие горы, скалы. Мне нужно как-то выбраться вон на тот хребет, который сзади меня. Есть навигатор мне показывает двигаться по той дороге, по которой я сюда пришел, но как я по ней шел, просто по ней невозможно идти, подниматься и все такое. Поэтому нужно сейчас найти еще какую-нибудь дорогу. Здесь что-то похоже. Тут много разных дорожек, потому что разные туристы ходят, но непонятно, как они вообще ходят, с каким снаряжением, с какой целью, и удается у них дойти до конца или нет. А у нас все-таки стоит задача добраться до конца. Потому что в этой долине любви не очень пока хочется останавливаться. Хотя задержаться, конечно, здесь я бы не отказался. Ну, вот такие вот красивые скалы. Сейчас мы пойдем их форсировать. Вперед. Ну что ж, карабкался я вот в эту ложбину. Встретил ребят, тоже со Штатов. Сказали, что это не лучшая дорога, но все-таки по ней можно выйти к Гереме. Вот. Красиво тут. Дальше по маршруту появляются даже ступеньки. Здесь и вот там дальше. Все. Этап скалолазания закончился. В какой-то момент даже было страшно. Был я вон там, а теперь оказался вот здесь. Ну, тут очень интересные места. Любители острых ощущений могут прямо здесь остановиться на ночь. Звезды здесь, конечно, невероятные. Мы продолжаем двигаться в сторону цивилизации. Ребята сказали, что дорога на Гереме. Может, я уже говорил? Но что-то, когда я уже забирался, все забыл, что я там говорил. Это город Гереме, в который я изначально планировал попасть. Но пришлось еще 3 дня побродить по горам, по разным местам. И я об этом ничуть не жалею. Вот. Надев рюкзак и пройдя немножко, все мысли, все сомнения ушли. И я понял то, что все-таки круто путешествовать и идти, даже если немножко устал и все надоело. Когда надеваешь рюкзак, сразу все становится на свои места. И не только в путешествии, но и в жизни. Поэтому путешествуйте почаще. Путешествуйте вместе с Сенатор Блог. А это как раз он и был. Всем спасибо за просмотр.
Я собираюсь в Стамбул. Пока.